В обычное утро группа рыбаков вышла в море. Рыбалка в Гольфстриме была в самом разгаре, и люди усердно трудились, чтобы поймать достаточно рыбы для своих клиентов. Сначала все шло как обычно. Мужчины поймали первую рыбу и пока не могли жаловаться. Но то, что они испытали в тот день, они никогда не забудут до конца своей жизни. Внезапно один из рыбаков остановился и отступил назад. В море было что-то, и это настолько напугало его, что он чуть не упал с лодки. Это была акула. Но не просто акула, а самая большая, которую он когда-либо видел. Устрашающая ее часть заключалась в том, что она медленно и угрожающе двигалась к лодке. После того, как рыбак оправился от первоначального шока, он пристальнее посмотрел на плавники. Акула двигалась крайне медленно и имела огромную, неестественную опухоль на теле. Это не был его первый случай встречи с акулами, и он сразу понял, что опухоль ненормальна. Это наблюдение показалось странным и остальным членам экипажа. Пока хищная рыба продолжала кружить вокруг лодки, мужчины были в ужасе. Что делать в такой ситуации? С одной стороны, они чувствовали, что с акулой что-то не так. С другой стороны, она выглядела очень страшно, и рыбаки хотели как можно скорее покинуть это место. В конце концов, они решили, что лучше всего позвонить ветеринару. К счастью, они знали врача, который хорошо разбирался в морских животных. Он объяснил, что акула, возможно, беременна и в скором времени родит возле пляжа. Чтобы подтвердить эту теорию, он попросил рыбаков точно описать, где расположена опухоль на теле акулы. Однако это было проще сказать, чем сделать. Акула двигалась, и это затрудняло рыбакам постановку диагноза. В конце концов, им удалось определить точное местонахождение опухоли и сообщить об этом ветеринару. В этот момент настроение изменилось. Если бы опухоль была вызвана беременностью, она находилась бы гораздо ниже на ее теле. Припухлость была в начале живота, что означало, что там должно быть что-то другое, кроме беременности. В акуле явно было что-то, что ей не следовало проглатывать. Ветеринар ясно дал понять, что ему, вероятно, потребуется срочная операция, если он хочет спасти животное. Рыбакам надо было вывести акулу на берег и обработать ее. Некогда было терять время. Все происходило стремительно. Ветеринар немедленно связался с организацией, специализирующейся на спасении акул. Он также вышел в море со своей небольшой командой, а рыбаки должны были следить за животным и ни в коем случае не терять его из виду. Это оказалось сложнее, чем казалось. Рыбакам пришлось держать акулу в поле зрения, стараясь при этом не привлекать к себе слишком много внимания, чтобы не подвергнуть себя опасности. Большинство рыбаков сомневались, стоит ли рисковать своей жизнью ради спасения дикого животного. Но один смелый мужчина выделился из группы и взял на себя ответственность. Он распределил роли среди своих товарищей и контролировал ситуацию. Бросая в воду маленькие кусочки рыбы, они удерживали акулу поблизости. Когда подоспела лодка с ветеринаром и большой корабль спасательной организации, они взяли ситуацию в свои руки. Им нужно было затащить акулу на большую платформу у спасательного судна. Эта задача оказалась непростой даже для опытных спасателей, поскольку им редко приходилось иметь дело с такой крупной акулой. Спасатели пытались затащить акулу на платформу, используя массивные рыболовные лески и крючки. Они должны были действовать осторожно, чтобы не поранить животное. Мужчины чувствовали страх из-за бритвенно-острых зубов, но старались сохранять спокойствие и следовать плану. Один смельчак согласился встать на платформе и удерживать акулу. Наконец, команде удалось оглушить хищника и закрепить его. Однако следующая часть спасательной операции была не менее опасной. Ветеринар собрал все необходимые инструменты и подготовленную команду.
Он знал, что операция будет рискованной, но у него не было выбора. Жизнь акулы зависела от его действий. Ветеринар внимательно осмотрел животное и быстро оценил ситуацию. Он объяснил команде, что сначала нужно аккуратно вскрыть опухоль, чтобы выяснить, что находится внутри. Они приготовились к началу операции, и ветеринар дал указания, как действовать. Спасатели, поддерживая акулу, использовали специальные инструменты, чтобы обеспечить необходимую ей неподвижность и минимизировать стресс. Когда ветеринар успешно сделал первый разрез, акула пронзительно зарычала, и команда попятилась, но ветеринар оставался непоколебим. Он знал, что любые неосторожные движения могут стоить акуле жизни. Постепенно он открыл опухоль и, к своему ужасу, обнаружил, что внутри акулы было несколько пластиковых отходов, которые она случайно проглотила. Рыбаки и ветеринар поняли, что именно эти вещи привели ее к такому состоянию. После удаления мусора состояние акулы заметно улучшилось. Ветеринар зашил разрез и дал команде указания по уходу за акулой, чтобы она могла восстановиться. Им нужно было поддерживать акулу в спокойствии, пока ветеринар следил за ее состоянием. Когда операция была завершена, адреналин зашкаливал в венах рыбаков и ветеринара. Они чувствовали облегчение, наблюдая за тем, как акула медленно начинает приходить в себя. После нескольких минут успокоения команда аккуратно переместила акулу обратно в море. В поддержку ее возвращения команда выпустила в воду несколько мелких рыб, чтобы привлечь хищника. Сначала акула немного колебалась, но вскоре уверенно поплыла в глубину. Рыбаки, ветеринары и спасатели наблюдали за ней, пока она не исчезла в глубинах. Все они были полны гордости за то, что сделали. Этот день стал не просто обычным утренним выходом в море. Это было приключение, которое изменило их жизнь и открыло глаза на проблемы, с которыми сталкиваются морские животные. Рыбаки вернулись на берег с новыми знаниями и осознанием важности охраны природы, а ветеринар, получивший помощь от смелых мужчин, был полон благодарности за оказанную поддержку. И хотя они никогда не забудут ту опасную встречу, она навсегда останется в их сердцах как символ единства и взаимопомощи в борьбе за жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.